Всем привет! Сегодня приготовим кокосовый бисквит, который идеально подходит для кокосовых тортов, в частности для торта Рафаэлло, который я буду завтра собирать. Для этого бисквита мне потребуются яйца, отдельно мне потребуются белки. Я думаю, что делать с желтками это не проблема, я их использую для заварной основы для кокосового крема. Дальше из сыпучих ингредиентов мне нужны мука, кокосовая стружка и разрыхлитель здесь же уже, щепотка соли, сахар, который я в процессе приготовления разделю на две части, и сливочное растопленное масло. Одну часть сахара мы сразу добавим в яйца, другую часть оставляем для белков. С помощью миксера на самой большой скорости мы взбиваем яйца с сахаром до пышного светлого состояния. На этот процесс у меня ушло 3 минуты. Сюда добавляем растопленное сливочное масло, желательно, чтобы оно уже было остывшее, и на самой маленькой скорости лишь перемешиваем. Теперь сразу полностью добавляем смесь муки и кокосовой стружки. Здесь же, как я уже говорила, у меня разрыхлитель. И также опять перемешиваем на маленькой скорости. Все перемешали, отставляем пока в сторонку и займемся белками. В белки сразу отправляем щепотку соли, ставим взбиваться на самой маленькой скорости. Скорость постепенно потом увеличиваем после того, как вы увидели большое количество пузырьков. И также постепенно мы будем вводить, увеличивая скорость, сахар, оставшийся, который у нас. Все, взбили белки. Плотная устойчивая масса должна получиться. И при переворачивании чаши ваши белки не должны вообще с места двигаться. Вот, к примеру. Не знаю, видно, нет. Вот, видите, я цепляю ее за венчик. Она никуда не девается. Чтобы ее смахнуть, мне нужно приложить усилия. Вот такая вот она плотная. Но и также надо учитывать, чтобы не было никаких хлопьев. Все, теперь аккуратно, в несколько этапов мы вводим взбитые белки в кокосовую массу. Как всегда, лопаткой, движениями снизу вверх, переворачивая, полностью соединим две массы. Бисквитное тесто готово. Я буду выпекать сразу в двух формах, 20-сантиметровой формы. Дно застелила пергаментной бумагой, ничего не смазываю. И переносим тесто. Стараемся, чтобы было одинаковое количество теста в каждой форме. Равномерно распределяем по всей форме. 395 граммов получается у меня тесто ушло на каждую форму. Духовку разогреваем до 180 градусов и ставим сразу две формы в духовку. Выпекаем до сухой зубочистки. 30 минут выпекались коржи, даем немного остыть прямо в форме и извлекаем из нее. Даем остыть прямо на решетке и заворачиваем в пленку, отправляем на ночь в холодильник, прежде чем собирать торт. Для моего торта, полноценного торта в 20 сантиметров в диаметре и высотой, чтобы он был у меня не меньше 10 сантиметров, я испеку еще пару таких коржей. В описании я укажу ингредиенты, которые уходят на 2 вот таких коржа. Если вы будете выпекать бисквит в форме 16 сантиметров, то есть также разделите на 2 формы, то вам вполне достаточно будет этих ингредиентов, чтобы потом каждый корж разделить еще на 2. У одного коржа я сейчас срежу верхушку, чтобы показать, какой он внутри. Структура получается среднепористая, и по вкусу мне напомнил очень сильно кокосовые макароны. То есть это американское печенье с большим количеством кокосовой стружки. Или же шоколадку Баунти, но без шоколадного обрамления. Я уже в 3-й раз использую такие коржи для приготовления торта Рафаэлло, но мне кажется, еще будет хорошее сочетание, если сделать тропический торт с такими коржами, сделать ананасовый конфитюр, к примеру, прослоечками, и какой-нибудь легкий мусс, сочетание с легким муссом. Мне кажется, будет обалденный торт. Все на ваш выбор, фантазируйте. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.